Говорила мне мама, поспи, сынок, куда ты идешь? Нет, угораздило, блин. Я так давно хотел это сделать. А обещали без перепада высот. Продолжаю бегать и бегаю с удовольствием. В этот раз я побывал в Казани. Расскажу вам про этот забег. 15 мая он прошел. Там была дистанция на 3 километра, на 10, половинку, которую я вальнул, и была марафонская дистанция. А теперь по порядку. Ну и сразу расскажу, сколько забег стоил. Он стоил 3000 российских рублей. Это примерно $50 для тех, кто из других стран. И за это я получил номерок, булавочки, снэк, ну и рекламки разные. Маечка за такую стоимость не подразумевалась. Я даже это снимать не стал, потому что, ну, стартовый пакет был скудненький. В целом, организация была на достойном уровне, сама локация была идеальна. Центральный стадион города Казань расположен рядом с Кремлем. Старт и финиш были эффектнейшие. Легкоатлетичный футбольный манеж, в котором выдавали номерки, в котором был туалет, душевые, различные магазинчики, вмещал в себя всех желающих, все было хорошо. Есть нюансы по организации, о них далее. Что в забеге, в мероприятии в целом понравилось? В первую очередь перепад высот. Нам обещали минимальный перепад высот, мы его получили. Да, были и забеги вот на мост через реку Казанка, и я в них там ныл. А обещали без перепада высот. Но в целом и в общем перепад высот был маленький для 21 километра. Также мне понравилось покрытие трассы. Все было перекрыто тотально. До старта еще достаточно много километров, но мы уже видим, что все перекрыто. Люди уже едут в объезд. Конечно, для автомобилистов это такая себе история. Поэтому используйте метро всегда. Ты бежишь всегда по асфальту, по ровному, без колдобин, без ничего. Это как бы и подразумевается, что и должно быть. Но вот я бегал во Львове, и там часто ты перебегаешь с асфальта на брусчатку. Или в том же Киеве, где стояло много машин по краям где-то, и ты, чтобы их оббегать, забегаешь на тротуар. Это всегда сбивает тебя с темпа. Здесь все было расчищено, все было перекрыто. Топ. Также хочу отметить саму красоту трассы. Мы бегали прям по набережным, через мосты. Ну, очень много красивых мест. Мне есть чем сравнивать. Я бегал много полумарафонов. И здесь открытого пространства, вот такой душевности, когда ты бежишь такой, может замедлиться. Это было вот прям очень хорошо, очень красивая обзорная трасса. В этом забеге сделали раздельный старт, всех разбили по кластерам, спереди бежали бегуны с более быстрым темпом, сзади с более медленным, для того, чтобы никому не надо было друг другу мешать. Вряд ли будет хорошо слышно, но на разделение на кластеры здесь уже присутствует, в отличие от того же забега в Сочи. И вот мой Б. Людям, конечно, конца и края не видно. Как обычно, стартуем бодренько, дальше все растягиваются, благо стоял в достаточно быстром кластере, и людей здесь особо толкучки не ощущается. Можно стартовать с тем темпом, который ты хочешь. Ложка дегтя в этом все-таки была. В быстрые кластеры попадали бегуны с меньшим темпом. Их было немного, но организаторы почему-то их туда пропускали. Сильно они не мешали. Если бы их было большое количество, мы бы, конечно, в них упирались. А так мы стартанули мягенько, несмотря на то, что даже в самом старте был какой-то поворот. Все сделано по кластерам хорошо. Кто не знает, что такое кластеры, это сектора. Мы до старта указываем свой приблизительный темп, приблизительное время, за которое мы планируем пробежать, и согласно нашему темпу нас разбивают по секторам. Также в этих секторах стоят пейсмейкеры, люди, за которыми мы можем бежать, ориентируясь на тот результат, который мы запланировали изначально. Мне понравилось питание на этом забеге. Пусть оно было не столь разнообразным, как в Сочи, но бананы и вода были вот прям в нужных местах в нужное время. И единственное, что я бы изменил, я бы убрал пластиковые бутылочки и сделал бы картонные стаканчики, как во всех вот европейских забегах, в которых я был. Пластика наплодили много, воды не выпивали столько-то. А так стаканчик смял, попил, выкинул, картонка, не портит нашу планету. Ну и от питания перейду к поддержке. Было много музыки, она играла везде, люди аплодировали, люди кайфовали, праздник чувствовался. 3, 2, 1! Итак, друзья, стартом!
много, это всегда помогает. Спасибо вам всем большое за это. Единственное, когда остается бежать еще больше половины, а тебе говорят, что уже финиш, это демотивирует. Я понимаю, что это для десятки, но все равно. Отдельным плюсом упомяну вот эту медальку, потому что она для всех дистанций была своего цвета. На всех ленточках было написано, сколько вы пробежали. Да, за денежку здесь вот поле под гравировочку, но она для всех разная. Так не всегда делают и не на всех стартах. Единственное, ну вот мне сам дизайн так себе нравится, он и тяжелый, вот эта вот вся штука. А еще меня в аэропорту постоянно останавливались с вопросом, это у вас что, магнит там такой здоровый? Еще хочу упомянуть дополнительное питание на финише. Да, гречечка была сухая, да, она была уже прям холодненькая, но ее выдавали быстро. Далее мне дали еще добавочки, и все классно-классно. Это плюс, не всегда так делают на забегах. Хотя мелочь, но приятно. И, кстати, была гречка и с мясом, и с овощами, для тех, кто мясо не кушает. А вот так выглядит огромнейшая очередь на питание, которое раздают после финиша. Отрываем вот эту вот штучку, получаем еду. Очередь большая, но вообще не на всех финишах так кормят, и такие возможности вообще есть. Возможность отдохнуть на мягком газоне после забега в крытом футбольном манеже – это очень круто. После забега ты скидываешь кроссы, заваливаешься, общаешься с единомышленниками. Прям офигенная опция получилась. Я так давно хотел это сделать. И после того, как ты скинул кроссы, повалялся вот на этом мягком газоне, хоть потный и вонючий, но ты сразу же встаешь и идешь в хорошую, укомплектованную, теплую, душевую, с горячей водой. В прошлом году все говорили, что в Казани горячей воды в этот момент не было. В этом нам повезло. В заключение хочу сказать, что на этом старте было много массажистов. Это определенный плюс. Во-первых, они не ушатанные и не делают этот массаж так же, как будто бы они пробежали эти 42 километра. А во-вторых, к ним нет очередей, в которых ты сам стоишь вот такой, и уже тебе никакого массажа не хочется. Поэтому большое количество массажистов – это топ. Что мне не понравилось? В первую очередь за $50 очень скудный стартовый пакет. Получаешь номерок, ну и по факту медальку. Хорошо, что еще хоть в матерчатый рюкзачок это все положили, но все-таки дороговато для столь скудного пакета. Также хочу отметить, что любое телодвижение в этом забеге стоило денежек. Гравировочка стоила достаточно дорого. На старте у меня попросили медицинскую справку, которую я не успел здесь сделать. И я знал, что это можно будет сделать прямо там. Но мне просто померили пульс, спросили, бегал? Я говорю, бегал. Дал 500 рублей, получил справку. Но если вы все-таки берете практически $8 с меня, не знаю, поставьте меня на беговую дорожку, померите пульс, как я бегу. То есть сделайте хотя бы вид того, что вы действительно проверяете мое здоровье. Ну и хочу затронуть такую щепетильную тему, но она на российских стартах уже вот второй раз я это вижу. Туалетов было мало. И людям нечего делать, понимаете? До старта совсем немножко. Они стоят в огромной очереди, да, и они понимают, что они опаздывают. У них и так нервотрепка и прочее. Что они будут делать? А очереди между тем в туалет даже очень немаленькие. Российским стартам не хватает отдельных мужских писсуаров на таких забегах. Это очень сильно ускоряет процесс и не создает вот таких огромных очередей. Также хочу отметить, что в данной трассе было, по-моему, 6 или 7 разворотов на 180 градусов. Когда это один такой разворот, два, и когда не столь острые, это еще окей. Если они такие вот резкие прям, всегда сбиваешься немножко с темпа, и это вот мешает бежать как по рельсам. Ну и исходя из предыдущего минуса, повторяемость трассы. Естественно, когда вы бежали в одну сторону, вас развернули, вы бежите в противоположную сторону. И все объекты, которые вы видели только что, вы видите их с другой стороны. Это, конечно, лучше, чем как у нас первый полумарафон в Минске организовывали в 2 круга. Но когда все организовано в большую дистанцию, в большую локацию, это, конечно, приятнее. Ну и хочу отметить общую, наверное, ситуацию для российских стартов. Это скудные магазины. Все в каком-то кишмише, выкладка никакая, каких-то монобрендовых магазинов, где все красиво, с новыми модельками, с интересным, с чем-то, вообще не было. Я думаю, мы все дружно понимаем, почему. Подводя итоги, скажу, для кого эта трасса. Я все-таки бы не советовал прям совсем новичку туда лезть. Возможно, на 3 либо 10 можно, но вот полумарафон, либо марафон, тем более, ну, нужна подготовка. Все-таки острые повороты,
ветренность трассы, коварные горочки, хоть их было немного, но они были, здесь могут сыграть свою такую злую шутку. Поэтому, если вы новичок, то месяца, наверное, 3-4 добротной, нормальной подготовки к дистанции от полумарафона и больше вам точно нужно. И если вы хотите более такую лайтовую трассу для новичка, вот как раз таки в Сочи была прям искусственная, классная, все ровненько, все хорошо. Ну и повторять, аль нет? И знаете, я здесь скажу все-таки повторять. И не потому, что мне уж очень закатила сама трасса, или там прям организация, все, а потому что мне закатила Казань. С ее, не знаю, вот этим неповторимым вайбом, с ее антуражем. Ну, в общем, в целом, локация зарешала. Поэтому лично для себя и для вас я рекомендую повторять. Ну и я был бы не я, если бы не рассказал, в чем я вальнул эту половинку. Puma Velocity Nitro 2. Ребята из Puma добавили свою пену Nitro уникальную, снизу пена Ева, у них хорошая подметка Puma Grip, переработали всю верхушку. Но когда я их купил, я был настроен очень скептически к этой модели. А когда обул, я вообще подумал, может быть, пробежать полумарафон в какой-нибудь другой модельке. Но я хочу вам сказать, что эта модель меня сильно удивила. Но это уже совсем другая история. А еще, ребят, знаете, сегодня в первый раз ко мне подошло даже несколько из вас и сказали, что я не просто так тружусь, что то, что я делаю, вам нравится, и чтобы я продолжал. Так я вот хочу попросить вас делать это тоже чаще. Благодарите, если вам нравится то, что я делаю, офлайн, вживую. Одна благодарность в офлайн вживую стоит 1000 лайков. Поверьте мне на слово. Спасибо вам за это.